Хей, всем привет, я Humid Peach, я художница, кто не знал. У меня есть Инстаграм, вы можете на меня подписаться, конечно же. И сегодня мы полистаем мой скетчбук от Сакуры. Мне его прислал бренд Royal Talents на обзорчик. Ну и в целом просто они мне присылают много разных материалов. Этот скетчбук я изрисовала где-то за 1,5 месяца. И я думаю, эта информация будет для вас интересной. Хотелось бы добавить, что к скетчбукам я не отношусь супер серьезно. Для меня это просто скетчбуки, в которых я делаю какие-то неполноценные иллюстрации, скетчу, зарисовываю идеи или в целом просто тренирую свой навык. А так как я портретист, то, конечно же, в моем скетчбуке очень много портретов. Что касаемо материалов, то я рисую разными материалами. Чаще всего, конечно же, это обычный простой карандаш. Использую я мягкость всегда разную. Обычно это все-таки 2B, 5B, 6B, 9B. В общем-то, я люблю очень мягкие карандаши. Также мне очень нравится использовать цветные карандаши и угольные. Я думаю, вы очень хорошо видите на данном рисунке, какая насыщенная и черная линия у данного карандаша. Возможно, позже потом покажу, что это за материал. И, возможно, у некоторых из вас появится вопрос, с какого черта ты так много себя рисуешь. Неспроста я так говорю, потому что уже была какая-то претензия, типа, что я какая-то ЧСВ, которая любит себя. Но в целом свои автопортреты я рисую для того, чтобы тренироваться. Во-первых, легко делать фотографии с разных ракурсов, потому что я могу сделать их в любой момент, как захочу. И в целом могу потренироваться сама на себе, рисовать портреты похожими. Так что если вы зададите такой вопрос художнику, я думаю, художник поймет, что вы немножко далеки от творчества. Здесь, кстати, я делала примерные какие-то скетчи для будущей акварельной работы, пыталась понять, что я хочу изобразить, просто потренировалась и в целом пыталась более подробно разработать идею, прежде чем начинать в цвете. Скетч, кстати, для большой работы уже готов, буду его, наверное, начинать не скоро. И на радость многим появились в моих скетчбуках портреты мужчин, надеюсь, вам это нравится. В целом можете написать комментарий, да или нет, и что вообще вы ждете от меня. Но в целом ждать не нужно, потому что буду рисовать я все-таки то, что нравится мне. И это портреты, и, возможно, они будут сюжетами скоро. Не знаю, как получится. А еще на момент монтажа я начала понимать, что я листаю скетчбук достаточно быстро, поэтому если это так, то, пожалуйста, напишите мне это. И, возможно, в следующий раз я буду листать подольше и как-то приближать камеру, чтобы были видны все штришки, потому что, мне кажется, издалека как раз-таки многие нюансы незаметны. И, кстати, несмотря на то, что я акварелист, в этом скетчбуке я почти не использую ее, потому что у него плотность бумаги 140 грамм, а когда я использую акварель, я рисую на бумаге от 300 грамм. Лишь поэтому, потому что скетчбук просто не выдержит много слоев и большое количество воды. Ну и вообще не странно это, потому что скетчбук изначально не позиционируется как специализированный скетчбук для акварели. Данный рисунок выполнен угольным карандашом, и я добавила немного цветных элементов с помощью обычных цветных карандашей. И если вообще перечислять абсолютно все материалы, которые я буду использовать в этом скетчбуке, это масляная пастель, угольный карандаш, цветные карандаши, обычный карандаш, немного чуть-чуть акварели. И это вроде бы все. В следующих скетчбуках я хочу попробовать добавить акрил и гуашь. Возможно, здесь у меня это получится, но в целом хочется иногда добавлять больше цвета вот в такие небольшие иллюстрации. Еще, я думаю, вы заметили, что некоторые рисунки немного размазаны. Это из-за того, что я использую мягкие материалы, и, конечно же, будет логично, что они будут отпечатываться друг на друге. И поэтому при первой возможности я либо буду прокладывать странички калькой, либо буду закреплять фиксатором для карандашей и пастели. Кстати, на этот рисунок у меня есть видео на ютубе, поэтому можете глянуть, я оставлю ссылочку наверху. Вообще, знаете, я поняла, что многие люди как-то к скетчбукам относятся очень серьезно, и я, конечно, понимаю это, но с другой стороны нет, потому что это, я считаю, неправильно, потому что скетчбук должен быть таким, каким захочешь ты. Там не обязательно должны быть полноценные какие-то работы, выполненные цветом, максимально проработанные. Нет, это скетчбук для скетчей. Что такое скетчи? Это быстрые зарисовки. Понятное дело, что я не говорю, что вы не должны делать проработанные какие-то рисунки в своих скетчбуках. Нет, речь о другом. О том, что вы можете делать непроработанные рисунки, потому что многие, например, не хотят выкладывать свои работы, потому что они выглядят как-то незаконченно, либо они недостаточно какие-то были долгие. В целом, короче, какие-то глупые критерии, наверное, но я стараюсь в скетчбуках работать быстро, больше экспериментировать и больше делать работ каких-то экспрессивных. Какое слово. В
Вообще говорю об этом не просто так, а потому что в свое время я тоже не хотела и боялась как-то выкладывать свои рисунки, потому что мне казалось, что мои скетчбуки недостойны того, чтобы их показывать из-за того, что там какие-то неполноценные иллюстрации. Но, как видите, на моем канале появилось больше таких видео, а значит, у меня пропал этот комплекс. Вот и все. О, прямо сейчас я подумала, что вам многим было бы интересно, наверное, узнать о том, где я беру референсы, потому что такие вопросы я получаю. И в целом это все очень просто. Конечно же, я рисую с фотографиями, не зазорно об этом говорить. Я также рисую с собственных фотографий, но чаще всего я нахожу фото в интернете, нахожу людей, которые мне нравятся, и рисую их. Конечно, чаще всего я рисую каких-то относительно популярных людей. Это обычно модели, мужчины, женщины, без разницы. И в этом случае я опираюсь не конкретно на их популярность, а именно на их внешность. Просто так совпало, что красивые люди чаще всего популярны. Здесь я использую достаточно дешевую масляную пастель, которую я рисовала в предыдущем видео. Кстати, есть причина, почему же у меня так много карандашных рисунков в моих скетчбуках и в целом в моем профиле. И все достаточно просто, потому что для того, чтобы нарисовать рисунок карандашом, нужен всего лишь карандаш и ластик. Тебе не нужно будет стаскивать кучу материалов в какое-то место, чтобы попробовать всем этим нарисовать рисунок. И поэтому такие рисунки преобладают в моих скетчбуках. Это все достаточно просто, легко сделать, и ты при этом получаешь удовольствие и прокачиваешь свой скилл и экспериментируешь. Как вы видите, это очередной эксперимент с моими автопортретами. Там я использовала угольный карандаш, и там будут дальше, кстати, портреты, похожие на этот, но немного утрированные. Или, кстати, вроде бы они уже были, я забыла. Не думаю, что имеет смысл комментировать глаза, но там я использовала угольный карандаш и цветной карандаш для того, чтобы изобразить цвет зрачка. Как человек, который посмотрел сериал «Эйфория», я, конечно же, была заинтересована порисовать персонажей из этой, не знаю, мультивселенной, которая мне понравилась, если честно, поэтому не обессудьте. И дальше вы увидите более полноценную работу, которую тоже прокомментирую. Тут идут очередные мои автопортреты. Тут я уже использую немного такие маленькие штришочки, не знаю. Короче, просто экспериментирую с тем, как накладывать штрих. По правде говоря, этот скетчбук можно назвать скетчбуком автопортретов, потому что в нем действительно очень много портретов именно со мной. Я делала фотографии с интересных каких-то ракурсов, интересных конкретно для меня, и пробовала реализовывать это разными материалами. Я думаю, вы заметили и карандашные скетчи, и цветными карандашами, и угольными. Вроде бы я больше тут не добавляла какие-то цвета. Единственное, вот тут в портрете я добавляла, если не ошибаюсь, масляную пастель на фон. Конечно, вы можете говорить похоже, не похоже, но это не имеет смысла, потому что я никогда не беру фотографию за стопроцентную основу. Ну и я думаю, вы заметили, что я не художник, который рисует в стиле гиперреализм. Поэтому, по сути, мои работы отличаются друг от друга не только цветами, но и стилистиками, из-за того, что, как я и говорила, я молодой художник, и я нахожусь в поиске себя. А это как раз-таки те утрированные автопортреты, которые я делала угольным карандашом. Я думаю, получилось интересно, я не знаю, они получились какими-то жутковатыми немного, но, кстати, мне это очень нравится. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии насчет моих работ, какие вам понравились, которые не понравились, какие чувства у вас вообще возникают при виде всего этого. Но в целом мне пока не хочется останавливаться на каком-то определенном стиле или технике, потому что пока не вижу в этом смысл, и мне интересно видеть результаты. Например, этот, наверное, мой любимый рисуночек из этой серии, ну и, конечно, тот, который с зубками. Кстати, раньше я свои работы анализировала иначе, я рассматривала только ошибки, но в последнее время я стала стараться замечать какие-то положительные черты, которые начинают вызывать во мне какие-то хорошие эмоции, и я надеюсь, в последующем я смогу выделить какие-то такие моменты, которые смогу просто удержать и продолжать применять в своих работах. Сейчас же я просто пытаюсь, грубо говоря, найти ту стилистику, ту технику, которая меня реально прям заинтересует и в которой мне захочется работать всегда. Вот, но пока, не знаю, надеюсь, мои работы выглядят разнообразными на данный момент, потому что я рисую разные материалы. Мне кажется, они действительно все разношерстные такие, и на это интересно смотреть. В момент, когда я заполняла этот скетчбук, у меня появилась мысль попробовать рисовать иначе, то есть тонально,
а не так, как я рисую обычно. То есть, если вы заметите, то у меня постоянно какие-то в работах четкие линии, и у меня только за счет линии и образуется весь рисунок. Тут же я захотела порисовать пятнами и в целом использовать больше тональности в своих работах. Но это не означает, что я перестану рисовать так, как рисовала, потому что мне нравятся мои достаточно такие линейные и декоративные работы, потому что, ну, это мое, наверное, не знаю, короче. Я же училась в художественной школе, и мы там рисовали, как говорится, правильно, но в целом я все равно пришла к тому, что я рисую линией, а не пятнами. И для меня это неплохо и нехорошо, потому что это лишь всего лишь способ для того, чтобы реализовать какую-то твою задумку или идею. Знаете, про технику я, наверное, могу добавить еще пару слов, и, наверное, это будет больше все-таки про стиль. Я хочу сказать то, что когда я начинаю рисовать какую-то новую работу, даже вот такой простой скетч, я не беру с собой свой багаж знаний в том понимании, в котором обычно это делают другие художники, наверное. Вы могли меня неправильно понять, но я имею в виду то, когда я рисовала на заказ, я ориентировалась на свой предыдущий стиль, потому что это нравилось заказчикам, и они хотели получить, по сути, то же самое. И, грубо говоря, когда я начинала новый заказ, я ориентировалась на свои предыдущие работы, всматривалась в них и пыталась, грубо говоря, повторить свою же стилистику, свою технику. Но сейчас же уже долгий период я, когда начинаю любую работу, даже простой какой-то скетч, я никогда не ориентируюсь на свои предыдущие работы, не стараюсь их повторить, не стараюсь нести этот багаж, грубо говоря, каких-то знаний до конца. Я просто начинаю работу как бы заново, но при этом мои знания всегда остаются со мной. Хотела бы я этого или нет, я все равно буду их применять. И, кстати, наверное, этот пример даже будет служить каким-то ответом на вопрос, а можно ли потерять свой навык, свои знания и разучиться рисовать. Мне кажется, и да, и нет, потому что если вы будете, конечно же, не рисовать 5 лет, то вам будет сложно войти в эту волну и начать делать сразу хорошие работы. Но когда вы делаете какие-то небольшие перерывы даже в месяц, это не особо влияет на ваш навык. Конечно, вы можете что-то подзабыть или растеряться как человек, который не понимает, что делать дальше, но в целом ваши знания будут всегда при вас. Вот мы и добрались до этого полноценного скетча, который делал, кстати, не так уж и долго. Наверное, потратила на него один вечер, парочку часов. В целом рисовала просто персонажей, некоторые не совсем узнаваемые, но узнаваемые. И, кстати, эту фотографию лайкнула Зендая. Я узнала об этом случайно, мне написала девочка, которая сказала, что «О, тебя лайкнула Зендая!» И я такая, типа, да нет, не может быть, это, скорее всего, какой-то фан-аккаунт меня лайкнул и так далее. В общем-то, я очень удивилась, и мне было, ну, реально приятно. Не знаю почему. Эта работа у меня выполнена неопастелью от Карандаш. Это такой бренд крупный, не российский. Эту пастель я заказывала на Amazon. И в целом эту пастель можно размывать водой. Я не помню, как это правильно называется она. Это неопастель вроде второго поколения, не первого. И, кстати, мне очень понравилось ей рисовать. В целом она не совсем то же самое, что и масляная пастель, но немножко похожа текстура. Кстати, я думаю, вы видите, что я часто размазываю графит пальцем. Я не считаю это зашкварным, потому что это нормально. Я набираю тон вот таким вот простым способом. И во многих работах карандашных, где вот вы видите похожие эффекты, я просто крошила крошку от карандаша и размазывала ее пальцем. Втирала как бы в бумагу. А плохо это или нет, это решать каждому самостоятельно. Можете написать, например, будете ли вы так делать или нет. Ну а теперь мы реально подходим к концу, и хочу сказать спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, спасибо всем, кто оставляет комментарии и проявляет свою активность. Мне очень приятно, и надеюсь, вам тоже приятно смотреть мои видео. Надеюсь, я буду выпускать их больше. Ну и все, жду ваши комментарии, ставьте там 2 раза на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, ну и ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!